Благословляйте друг друга, присаживайтесь. Слава Богу. Вы не устали? Устали уже. Слава Богу. Аллилуйя. Чудесный Иисус, чудесное Божье присутствие. Есть потенциал в этом месте. Есть нереализованный потенциал в этом месте. Нереализованный потенциал не значит отсутствующий. Непознанный потенциал не значит отсутствующий потенциал. Но познанный потенциал не значит реализованный потенциал. И есть чувство неудовлетворения, которое приходит от нереализованного потенциала. И ты любишь Иисуса, все хорошо. Ты горишь для Господа, все хорошо. Ты делаешь, и все вокруг хорошо, но есть чувство неудовлетворения. Это нереализованный потенциал. Многие люди даже не задумываются о себе, что они носят внутри себя. И они проживают свою жизнь. Я когда, знаете, смотрю на бабушек, которые сидят у парадного целый день, разговоры, каждый вечер, целый день, никуда не движутся, доживают. Просто люди доживают свою жизнь. И им это нравится, они хотят в этом быть. Я отказываюсь. Это не для меня. Однажды Бог сказал Морису Сырулу, говорит: Морис, пророки на пенсию не уходят. Последний день жизни нужно прожить на максимум. Если даже это будет последний день в жизни. Аллилуйя. Что ты сделал с тем, что есть внутри тебя? Это нужно познать, знать, куда насадить и как реализовать это. И тогда ты будешь счастлив. Слава Господу! Аллилуйя! Знаете, я немножко в проповеди поменялся. Я теперь, знаете, когда я был пастором, я пытался всех заставить что-то делать. Не работает. Вообще не работает. Потому что люди не хотят ничего по большому счету. Единицы людей, которые вообще что-то хотят. Но я понял, я проповедую себе. Иисус говорит: что тебе до Него? Ты следуй за мной. И что касается меня, я буду идти вперед. Я буду бежать. Я буду сам себе мотиватор. Я буду сам себе вдохновитель. Аллилуйя. И если кто-то захочет побежать, мы побежим вместе. Аллилуйя. Павел говорит: я бегу. Нам надо бежать, нам надо быть быстрыми. И я молился сегодня молитвой, которую я давно не молился. Я говорю: Господь, как бы Он этого не делает, но я говорю: Господь, сокруши меня. Это так сильно коснулось моего сердца сегодня. Потому что когда женщина принесла алавастровый сосуд к Иисусу, и там было помазание, и о женщине в четвертых царств нужно было только наклонить сосуд, и потекло изобилие. Но этот сосуд, который женщина сокрушила для Иисуса, это был больше, чем сосуд изобилия. Это сосуд был ее жизни, потому что женщина собирала елей, чтобы вылить его на своего жениха. И это показывало жениху, что у нее никого до него не было, что она сохранила себя, и он номер один в ее жизни. Но елей, он не вытек до тех пор, пока сосуд не был сокрушен. Мы носители помазания, мы носители всемогущего Бога. Но и Бог пошел на риск и на благословение, пастор, Бог берет тебя в большее, на риск и на благословение тем, что Он поселился в нас, но Он рисковал тем, что теперь Он не может пойти дальше нас. Потому что Он в тебе. Ты идешь куда-то, Он идет тоже. Ты не идешь, Он не идет. Ты делаешь, Он делает. Ты не делаешь, Он не делает. Вы понимаете, в чем вопрос? Конечно, не надо быть грустным сейчас. Это худшее, что ты можешь сделать. Но мы хотим позволить Ему. Павел говорит: сила Божья, сокровище мы носим в глиняных сосудах. Но это нужно высвободить. И этот сосуд должен быть сломан. Я не знаю, что это в твоей жизни. У кого-то обида. У кого-то недостаточное чувство цели. У кого-то маленькая мечта. Я не знаю, что это может быть. Это должно быть сломано. И тогда то, что есть внутри тебя, это начинает вытекать. И есть истина в том, что ты перешагиваешь это край лодки, и ты начинаешь идти сверхъестественно.
Но здесь есть что-то другое, что касается тебя самого. И то сокровище также, которое ты носишь, это ты сам. Если бы ты знал себя, если бы ты знал, каким Бог тебя сохранил, ты бы захотел выйти наружу и позволить себе быть таким, каким ты есть. Аллилуйя! Слава Господу! Потому что ты вечный. В тебе так много, ты никогда не познаешь себя до конца. Все будет открываться больше и больше и больше и больше. Аллилуйя! И мы хотим, чтобы это вытекало из нас. Сосуд должен быть сокрушен. И вы знаете, я увидел такую вещь, что сосуд был сокрушен в присутствии Иисуса. Потому что не так легко отдать себя кому-то, если ты не знаешь, кому ты себя отдаешь. Но когда я знаю, что я отдаю себя Иисусу, в Его руки, с Его способностями, целями, возможностями, я хочу это сделать. И я это делаю. Смотрите, вы не просто в молитве сокрушаетесь. Можно до посинения сокрушиться, и ничего не произойдет. Ой, молиться, извините. Есть люди, которые молятся в 10 раз больше, чем мы с вами. И ничего не меняется. Молиться надо. Но это происходит в присутствии Иисуса. Когда ты созерцаешь Его красоту, когда ты переживаешь на себе Его присутствие. Дьявол очень боится сегодняшнего собрания. Есть очень сильное противостояние против сегодняшнего собрания. Что-то должно будет произойти. И тогда слава Божья, которая есть в тебе, она начинает выходить наружу. Все больше и больше и больше. И люди уже не тебя видят, они уже видят Иисуса в тебе больше, чем тебя самого. Вау, разве это не круто? Вам хочется это? Я знаю, что грустно стало. Я знаю, потому что мы очень сильно любим себя. Но пусть это будет сломано, пусть это будет сокрушено. Слава Господу. И она сначала пришла в дом, где был Иисус. Это церковь. Все начинается там. И потом ты приближаешься к Иисусу. И Его присутствие начинает поглощать тебя. Послушайте, присутствие Господа не накапливается в твоей жизни. Оно в тебе все на 100%. Присутствие Божье захватывает тебя больше и больше. Вот в чем происходит. Просто однажды мне Господь сказал, Богдан говорит, ты не идешь слишком далеко в моем присутствии. И когда я появляюсь, ты уже уходишь. Я говорю, почему я ухожу? Он говорит, потому что твои идолы, они уводят тебя из моего присутствия. И об этом мало говорится. Я говорю, Господь, а что такое идолы? Он говорит, идолы – это когда что-то доставляет тебе удовольствие больше, чем я. И я помню, когда Лига Чемпионов, финал, и он приходит и хочет, чтобы я с ним общался. И я говорю, Иисус, ты не мог прийти через 2 часа позже? Вы понимаете? И он не против, чтобы я смотрел Лигу Чемпионов. Иногда мы вместе с ним смотрим Лигу Чемпионов. Но есть моменты, когда он хочет увидеть, чего я хочу больше всего. Иду ли я дальше моих песен поклонения? Или иду ли я дальше своих эмоций? Потому что в присутствии Божьем всегда есть больше. Всегда есть больше. Всегда есть больше. И есть момент моих привычных молитв, когда я молюсь определенным образом какое-то время, и я настолько уже привык, что я могу на характере молиться. Но когда Он просил меня больше, здесь моя плоть начинала бунтовать, здесь моя душа начинала сопротивляться. Ой, мне надо куда-то позвонить, ой, мне спать захотелось, мне хочется кушать, у меня есть дела. И как будто бы уже молитва превращается не в созерцание красоты Господней, а в абсолютную битву и сражение за то, чтобы остаться в Божьем присутствии. Но зато то, что происходило потом, это невозможно описать. Это может понять только тот человек, который был там. Есть момент в молитве, когда ты начинаешь молиться. Часто так бывает. Ты каешься за что-то. Ты верой провозглашаешь, что ты праведен. Ты как бы верой принимаешь, что Он с тобой. Ты еще ничего не чувствуешь. Как бы ты говоришь, Бог со мной. Ты живешь верой. Но проходит какое-то время, и ты начинаешь ощущать Его близость. Уже живые потоки начинают сходить на тебя. И ты осознаешь, что Он действительно рядом с тобой.
в этот момент твои слова начинают приобретать вес. И когда ты здесь верой, тебе нужно было действительно верить, что ты принят, что Он в тебе, что кровь Иисуса прощает тебя, что ты очищен. Ты говоришь это верой. Здесь ты уже действительно ты понимаешь, что Он хлеб жизни, ты говоришь Ему об этом. Все Он уже рядом с тобой. Уже то, что исходит от Него, начинает пленять тебя. Но есть момент дальше. Я очень коротко говорю вам об этом. Это тот момент, который я могу описать только так. Там тебе казалось, что ты один. Здесь уже Он с тобой. А вот здесь вот только Он. И тебя уже нет. Были моменты в молитве, когда у меня мыслительный процесс исчезал полностью. Вы заметили, когда мы поклоняемся или молимся, наши мысли уже куда-то где-то постоянно бегают, и ты собираешь их, и тебе нужно возвращать себя. Это нормально. И кто постоянно это делает, вам легче с этим справляться. Но вот здесь вот я уже не ощущал свою буквальность. Меня уже не было, был только Он. Только Он. И я даже не думал о том, я здесь вообще или не здесь. И ты спросишь, а где ты был? А я растворился в Нем. Павел говорит, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Есть такие моменты в молитве, когда ты встречаешься с Ним, и в этот момент ты понимаешь, что такое вечность. И ты начинаешь познавать Его. И тогда помазание начинает сходить на тебя. Ты получаешь откровение о Нем. Ты реально встретился с Богом. Вау! Вау! И там ты изменяешься. Ты никогда не изменишь себя. Не пытайся даже это делать. Братья, не пытайтесь это делать. У вас никогда не получится. Эмоциональные решения. Это не работает. Это не работает. Это не долговечно. Сила принятых решений. Шаг номер 1. Шаг номер 2. Это все не работает. В этом нет жизни без Него. Слово Божие работает только когда Он есть. Библия говорит, буква убивает, Дух животворит. И Библия говорит, когда мы видим славу Божью, мы преображаемся в тот же образ. Я пытался изменить сам себя, не работает. Но когда я встречаюсь с Ним, вау, Его слава преображает меня. Библия говорит, Дух Господень сойдет на тебя, и ты сделаешься иным человеком. Однажды в тюрьме, когда я был последнюю ночь перед судом, и я стал на колени, не зная, что такое Бог. И грех для меня был моим наслаждением. И чем злее мы были и хуже мы были, тем я лучше себя чувствовал. И мы ездили на всякие дела и просили Бога, чтобы Он нам помог. Вот такое у меня было извращенное мышление. Но мне сказали, надо помолиться перед судом, чтобы все хорошо было. И я стал на колени, и я сказал, Бог, если Ты есть, сделай так, чтобы на суде все было хорошо. И Он пришел ко мне в камеру. Он пришел ко мне в камеру. Он стоял рядом со мной. Никаких сомнений, никаких иллюзий, никакой неясности, никакой расплывчатости. Абсолютная истинная реальность, поглощающая существующую реальность. Есть высшие реальности, чем этот физический мир. И Он стоял рядом со мной, и я знал, что это Он. Я знал, что это Он. Невозможно Его не узнать. Если ты встретился с Иисусом, ты никогда не будешь сомневаться, встретился ты с Ним или нет. Никогда ты не будешь сомневаться. Ты знаешь в своей жизни, встретился ты с Иисусом или нет. Если у тебя есть вопрос, ты еще с Ним не встретился. Значит, ты еще с Ним не встретился, если у тебя остались вопросы. Эти встречи ты не забудешь никогда. И я не говорю, что Он не с тобой. Он в тебе, все хорошо с этим. Это де юре. Я говорю де факто. И я говорю, и вы знаете, я Ему абсолютно осознанно говорю, зачем ты пришел ко мне? И я почувствовал себя таким грязным, таким грешником. Я никогда не чувствовал себя грешником. Я даже не знал, что это за слово такое. Я говорю, я такой нечистый. Я столько людей обманул.
И он мне говорит, кстати, я услышал его. И он мне говорит, я принимаю тебя таким, какой ты есть. И тогда я понял, что такое милость Божья. Меня вообще этому не учили. Но рядом с Ним, как Библия говорит, во свете Его ты видишь свет. Рядом с Ним все понятно. Знаете, когда я был в этих моментах, и все, вот Он стоит передо мной, все. И я говорю, вот теперь я понял, для чего я создан. Вот здесь вот система ценностей, она у тебя будет истинной и необманчивой. Ты никогда уже после встречи с Ним не позволишь неправде быть в твоей жизни. Ты уже на штучки всякие не поведешься. Не поведешься. Поймите, я со всей любовью, я хочу сказать, слава Богу за то, что люди в церкви. Слава Богу, что люди приходят и учатся, и возрастают. Все хорошо с этим. Но я хочу вам сказать, что очень много людей в церкви, которые не встречаются с Ним вообще. Очень много людей в церкви, которые не знают Его голос вообще. И их жизнь, она только то, что они ходят в церковь по воскресеньям и по субботам. Но хорошо, если так. Хорошо хотя бы так. Ну, запрыгнул в ковчег. Ну, ладно, аллилуйя. Но суть. Потому что присутствие Божье, оно приносит пробуждение. Аллилуйя. И я говорил, Господь, пусть это никогда не закончится. Вот здесь вот. Пусть это никогда не закончится. Вы меня не поймете, но я скажу, что вот здесь вот я даже не хотел возвращаться в свою семью. Понимаете? Но когда я был здесь, я люблю свою семью еще больше. Я люблю еще больше. Вы должны понять, о чем я говорю. Он источник жизни. Он есть жизнь. Вот здесь вот, поймите, дьявол был сброшен с присутствия Господа. Вот здесь вот ему нет доступа. Вот здесь вот умрет похоть, желание греха. Вот здесь вот умрет борьба всякая. Рядом с ним нет борьбы. Нет борьбы. Борьба вот здесь вот. Когда ты начинаешь идти к Нему. Де-факто. Вот здесь борьба есть. Остановись. Тебе тяжело. Ты устал. Вот здесь вот, когда у души. Понимаете, я сейчас пойду глубоко. Я не планировал. Поймите, мы не так часто говорим об идолах. А они есть в Библии. В Новом Завете. Галатам 5 глава. Он говорит, идолослужение – дела плоти. И поэтому, когда он сказал мне, говорит, и это были те моменты, когда я говорил, Господь, я хочу к Тебе. Я хочу больше. И это не цена, это путь. Это путь. И он мне начал объяснять. Моисей, исход 24 глава, Бог говорит, Моисей, взойди на гору. И Моисей 6 дней пробыл на горе. И через 6 дней облако сошло. Почему не в первый день? Почему не во второй день? Почему не в третий день? На 6-й. Потому что число 6 в Библии – это человеческое число. И плоть Моисея умирала. Это не всегда легко, если честно быть, ожидать Господа. Нелегко для чего? Для плоти, которая хочет убежать из молитвы. Плоть хочет читать Библию. Она готова слушать проповеди с утра до вечера. Ей это легко делать. Но молиться она не хочет. Почему? Потому что она там умирает. Она там умирает. И пойми, Бог разбирался с плотью Моисея. Вы знаете, что хотя де юре Он в нас весь сразу здесь, но де-факто Он не пустит нас слишком близко, если что-то еще, что не угодно Ему, не умерло в нас, потому что это убьет нас. Я не знаю, поймете ли вы вообще, о чем я говорю. Вы вспомните Ананию и Сапфиру. Почему в церкви сегодня не всегда есть еще большее проявление помазания? Потому что оно похоже на электричество. Но электричество может дать свет и может убить. Одно и то же электричество, если неправильно его использовать. И поймите, святость Божья,
она настолько чиста до ужаса. Настолько Он чист. И это не против нас. Он любит нас, но Он не меняется. Он не понижает свои стандарты. И благодать покрыла нас. И кровь Иисуса покрыла нас. И мы очищены. Да, все хорошо с этим. Но есть идолы. И рядом с Богом ни один идол не будет жить. И поэтому вот почему иногда бывало так, что час помолился, ничего не произошло. Второй час помолился, ничего не произошло. На третий час, все, ты с ним. Почему? Потому что все, что было ему неугодно, уже умерло. А на следующий день просыпаюсь, только сказал аллилуйя, и уже накрыло. Но пойми, если ты неделю не искал Господа, тебе будет тяжелее войти в Его присутствие или войти глубже. И когда Иезекииль вошел в реку, это Дух Святой по лодыжку, он отмерил еще, и он пошел и отмерил по колено, но отмерил еще, и когда уже воды по колено, когда вы пытались бегать по воде, где мелко это легко, но когда по колено, ты уже не так быстро движешься, а когда по поясницу, ты очень медленно идешь, это тяжело. А если по шею зайдешь, еще тяжелее. Вы понимаете? Поэтому, слава Богу, за Духа Святого Он помогает нам. И Бог разбирается с тем, что не соответствует Его природе в нас, чтобы приблизить к нас, к себе. Вы понимаете, о чем идет речь? Он не против нас. Но чего я хочу больше всего в своей жизни? Я не хочу присутствия только по воскресеньям в церкви, слава Богу, за пастора, за группу прославления. Они помогают нам, да, мы пережили что-то. Я не хочу это только здесь. Когда я ходил на собрание, я переживал присутствие Господа, когда я спасся. И я шел домой, плакал, потому что на собрании была слава Божия. У меня дома этого не было. Когда я читал книгу «Доброе утро, Дух Святой» Бенихина, я недавно опрос сделал в Фейсбуке, какая книга повлияла на вас больше всего. Много книг написали, где-то 500 комментов было. И больше всего и в Инстаграм, и в Фейсбуке все-таки написали «Доброе утро, Дух Святой». Одна бабушка у нас сказала: дайте мне книгу почитать «Доброе утро, Бенихин». И я читал эту книгу, и я плакал от того, какой Дух Святой, и от того, что у меня этого нет. Я хочу каждый день переживать присутствие Божие. Легко ли удержаться на пике? Очень сложно. Очень сложно. Вы понимаете? И у вас такого нет, но у меня американские горки. Вот так вот бывает. Вот так вот бывает. Даже Богдану я не могу молиться целыми днями, тебя никто этого не просил делать. Ты можешь работать на работе и в это время переживать помазание, присутствие Господа. Ты можешь научиться, ты только подумаешь о нем, и на тебя уже сошло. И для плоти это сложно. Для души это еще сложнее. Но если ты добираешься до Бога, если ты добираешься, как это еще описать? Давид говорит: одного только прошу у тебя, чтобы созерцать красоту и славу твою. Вот в вашем собрании я чувствую этот призыв Божий к вам, вызов войти в что-то, где вы никогда не были. Я чувствую это здесь, потому что я вижу, что вы движетесь, вы не застряли на месте. Но я не хочу это только в церкви, но я не хочу это только там, я хочу этого и в церкви. Аллилуйя. И Бог говорил мне, что придет время. Я еще пока этого не видел, но я переживал это в духе. Я переживал такое помазание 2 раза и физически. 2 раза только в своей жизни я это переживал. Такая интенсивность помазания энергии Божьей, что как только люди сюда придут, эта энергия настолько сильная, что все болезни будут сразу их оставлять. Вот представьте энергию, вот присутствие Господа. Самое сильное, что вы когда-то либо переживали. Теперь умножьте это в 100 раз.
в церковь невозможно будет войти. Вот там и падать будут. Разве этого не было у Марии Вудворд-Этер? За 10-15 километров от собрания неверующие люди, грешники, падали от силы Божьей. Когда в Лейкленде было пробуждение, люди пролетали в самолетах. Нет, или Пенсакола. Это когда в Пенсаколе были в 90-х пробуждения. Они пролетали над этим городом, неверующие люди в самолете. Кто фильм смотрит, кто бутерброды кушает, вообще не в теме. И начинали каяться. Такая интенсивность присутствия. Это приходит, когда вы почитаете пастора. Без этого не получится. Не получится. Не получится. Аллилуйя. Когда вы соединяетесь с группой прославления, у вас, кстати, это есть, это работает. В присутствии Господа всякая инвалидная коляска, она опустеет. Неопытные станут опытными. Аллилуйя. Вы увидите это. Слепые глаза будут сами открываться. Я помню, я был в Красноярске. Собрание чудес большого Шаева Володи. И я позвал вперед людей, у которых один слепой глаз. Я говорю, только один слепой глаз. И вышли женщины, там бабулечки. За одну помолился, глаз открылся. За вторую помолился, глаз открылся. За третью молюсь, стою, проверяю, она уже видит. Пастор говорит мне, Богдан, посмотри, что здесь. Я говорю, подожди, Володя, тут я проверяю. Тут что. Говорит, не, посмотри сюда. Я говорю, да не, Володя, тут неинтересно, здесь интереснее. Что может быть сильнее, когда слепой глаз открывается? Короче, мы проверили, я говорю, Володя, что здесь? Он говорит, здесь привели бабушку слепую на оба глаза. Я говорю, пастор, я просил с одним глазом. Он говорит, так ее глаза уже открылись. Слава Господу. И один пастор пошутил и сказал, говорит, Иисусу надоело ждать, пока ты там молишься, проверяешь. Он пошел и сам этой слепой бабушке открыл глаза. Абсолютно слепая. И когда она вошла в зал, ей группа порядка помогла. Но когда она уходила, группа порядка подошла к ней и говорят, бабушка, мы вам поможем. Она говорит, уйдите, я сама отсюда выйду. Я вижу. И единственное, что я хотел, в этот день прийти бы с ней к ней домой и посмотреть на ее глаза, на глаза ее родственников, которые видят это чудо. Абсолютно слепая бабушка. Это когда Бог действует вне тебя, вот это и есть слава Божия. Вера – это когда ты движешься с Богом. Помазание – это когда ты движешься с Богом. Слава Божья – ты ничего не делаешь, а все происходит. Учение никуда не денется. Мы любим учение, мы любим Божье Слово. Служение никуда не денется. Все будет на своих местах. Я сбалансированный человек. Все в порядке. Но я говорю о славе Божией. Когда Он... Пойми, кому Бог доверит, пастор, чудеса и знамения? Кому Он доверит силу Божию? Знаете кому? Тому, кто умер во плоти. Потому что тогда ты не используешь силу Божию не по назначению. Тогда не ты уже управляешь. И когда вот здесь вот, это еще глубже, когда здесь нет этих бизнеса, монополий, вам это не надо знать, пастор в теме. Я подумал, когда ты сегодня говорил об этих лодках, об этой лодке, в которой ученики сидели апостолы. И все тело Христа, кто меня знает, знают мое отношение к пасторам. Апостолы, все знают меня за это, за мое отношение. То есть с этим все в порядке. Иначе я бы здесь не стоял. Но может быть среди апостолов будут те, кто останутся в лодке старых пробуждений. А кому-то Бог скажет, иди дальше. Вау. И все хорошо с апостолами. Петр не стал одиночкой. Он не вернулся, не сказал, так, ну что, ребятушки, видели трусишки? А я... Петр был немножко так. Я обожаю Петра. Его так подставляли. Иди спроси у него что-то. Не ходи на крест. Отойди от меня, сатана. Блин, зачем вы меня послали? Послали бы Иоанна. Иисус его любил, простил бы ему юношеские вопросы глупые. Петр такой непоседа был. Петр такой настырный был.
Ему все время, знаете, не имется: Господи, я хочу, как Ты, я хочу по воде. Иисус не просил его умирать на кресте. Не просил вниз головой. Но он ради Иисуса, и еще один был ради Иисуса на все готов. Знаете кто? Назовите мне имя. Не угадали? Фома! Вы не знали эту сторону Фомы? Я обожаю Фому. У него семинар пропустил, с мозгами было не в порядке, с сердцем было все в порядке. Иисус говорит: я иду воскресить Лазаря. Он говорит: и я пойду с тобой, и умрем вместе с ним. И это кажется глупым на поверхности, но в глубине души. Кто пойдет с Иисусом туда, где Иисуса готовы распять, убить, преследование? Кто готов туда идти? Где некомфортно, где воняет, где непопулярно. И ты ходишь по церкви, бумажки собираешь, туалеты моешь. И когда я знал, для кого мы это делаем, вау, мне уже было все равно, что делать. Когда я знаю, для кого, неважно что. Аминь. Это честь, это привилегия. Это привилегия. Вы что, шутите? Группа порядка, они в тронном зале на небе будут потом трудиться. Аллилуйя. Так, стоп. Я хочу сказать вам: ищите проявленного присутствия Божьего. Ищите, прибавьте к вашей молитве немножко больше. Вы такие вещи переживете с Богом. Я не хочу только слышать о Нем. Я не хочу только верить в Бога. Меня это не кормит сильно, вообще не кормит. Моя вера. Я верю в Бога. Это то же самое, что я верю в моих детей, но никогда не обнимаю их. Я верю, что у меня есть дети и жена. Они сейчас в Киеве, но эта вера меня вообще не кормит. Но когда мы обнимаемся, когда я ощущаю что-то, потому что вся наша жизнь, друзья, устроена на ощущениях. Если вы признаетесь сами себе, почему ты именно эту кофточку себе покупаешь? Потому что ты ощущаешь себя в ней как-то. Почему ты в воду заходишь в море? Потому что ты что-то там ощущаешь. Окей? Верующим сказали, что переживания это не важно. Где они это взяли? Они песни песней не читали. Почитайте песни песней. Когда мы приближаемся к костру, мы ощущаем тепло, исходящее от костра. Однажды я говорю: Дух Святой, я знаю, что я ощущаю, когда ты прикасаешься ко мне. Что ты ощущаешь, когда ты прикасаешься ко мне? Одно из самых высших проявлений, которые я имел со Святым Духом, для меня на сегодняшний день это пик пока. И если я думаю, что это для меня пик, а есть еще больше, я даже не представляю, что есть больше. Это когда Он дает тебе чувствовать внутри то, что Он чувствует в отношении тебя. Ты не только это знаешь. Это, знаете, я просто сейчас какое-то такое вот карликовое подобие попытаюсь привести. Это вот представь, что ты Святой Дух, и вот ты любишь этого человека, и ты чувствуешь что-то в отношении него, и ты это знаешь, вот эти чувства в отношении тебя. У кого есть дети? Вот вы что-то чувствуете в отношении ваших детей, да? Ваши дети не чувствуют то, что вы чувствуете. Они верят в то, что вы чувствуете. И ваши дела, конечно, это показывают. Но это невозможно почувствовать. Ты не можешь это почувствовать. Но вот с Богом как-то по-другому. И такое впечатление, что в этот момент я чувствую своими чувствами, только уже Его чувствами, что Он чувствует в отношении меня или какой Он. Если хотя бы один понял здесь, что я говорю, вы понимаете, это вышаг. Это жизнь. И я говорю: Дух Святой, что ты чувствуешь, когда ты прикасаешься ко мне? Он говорит: Богдан, я чувствую в этот момент то, что я никогда не могу воссоздать или почувствовать это где-то в другом месте. Если у вас есть дети, и вы прикоснетесь к сотням детей, будет кайфно, да? Но когда ты касаешься своего ребенка, ты это не можешь нигде больше получить и ни с кем другим. Это только с Ним.
И Он говорит, я в вечности никогда не смогу воссоздать то, что я чувствую, когда я прикасаюсь к тебе. И когда мы говорим, что Его присутствие, оно такое пленительное, оно такое желанное, оно такое несравненное, оно такое насыщающее. Наше присутствие для Него тоже пленительное. Он настолько захотел оказаться в твоем присутствии, что Он Сына отдал на крест, чтобы посредством Святого Духа оказаться в твоем присутствии. И то, что я вчера не сказал о той славе, которую Павел говорит, что когда мы смотрим на славу Ветхого Завета, слава Нового Завета, это даже ничто, что у них присутствие Господа было в скинии, и человек, священник, один раз в год входил в его присутствие. И я подумал, насколько тяжело было Богу. Это дурацкий пример и неэтичный, но простите меня за это. Но представь, если бы ты был рядом со своей дочерью через дверь, и только один раз в год она могла бы к тебе входить. Я не знаю, насколько это невыносимо было там для него. Вы должны понять, у него есть чувства. У него есть чувства. Откуда тогда в нас наши чувства родительские? Он что-то чувствует. И он сидит за этой завесой 10-сантиметровой, когда священник один раз в год придет к нему. А у него там целый народ. Но в Новом Завете святое святых 24 часа в сутки здесь. Я не хочу во время Моисея жить. Я не хочу из-за моря разошлись эти штучки. Вот здесь вот 24 часа в сутки. Аллилуйя. Его присутствие, твое присутствие такое пленительное для него. Такое желанное. Слава Богу. Моисей привел Бога в пустыню, в скинию. И Иисус привел себя в наши сердца. Это слава большая. Аллилуйя. При Моисее у них одежда не ветшала 40 лет. А у нас одежды праведности вечные. Разве это не большая слава? Слава Богу! Слава Богу! Тогда для завета была обрезана крайняя плоть у мужчин. У нас в Новом Завете раны Иисуса. Это славно, это сильно. Аллилуйя. И здесь есть тяжелое Божье присутствие. Бывает так, что мы приходим на собрания неподготовленные. Редко кто молится перед собранием. Редко. Большая редкость. Но если вы приходите промоленные сюда, вы здесь такое переживете. Ты не будешь бегать. Поймите, в группе прославления надо быть в вере, чтобы верить, что вы верующие. Ну, про вашу церковь я это в меньшей мере заметил. Когда люди стоят и смотрят куда-то, и надо их раскачивать. А есть, когда ты только вошел, и ты уже включился. Но я хочу вот что вам сказать, друзья. Бог не судит нас. Не судит нас. Но Он хочет приблизить тебя к себе ближе. И если бы мы открывали 24 главу Исход, Библия говорит, что через 6 дней облако сошло на Моисея, и Библия говорит, Бог сказал ему, поднимись еще выше, и он 2 раз зашел на гору. И 18 стих 24 главы Исход написано, если можете, что Моисей вступил в середину облака. Моисей был с краю облака, и он уже переживал славу. И это было сильно. И пойми, знаете, есть люди, послушайте, есть люди настолько голодные по Богу, но они не умеют насыщаться Богом. Жажда – это мучительно, если она не восполнена. Но есть люди, которые насыщаются, но и они больше не голодные. А мы хотим и того, и другого. И насытился, и голодный снова. И насытился, и голодный снова. Аллилуйя! И вот здесь вот в молитве ты уже переживаешь присутствие Божье. Уже полегчало.
ты уже достиг цели. И так часто я убегал на этом моменте. Уже хорошо. Я сейчас чувствую Божье присутствие, но это еще край облака. Есть момент в молитве, когда ты его формы ощущаешь. Формы. Аллилуйя. Ты чувствуешь, как его шаги. Ты чувствуешь, что этот мир – это пустышка, а он суть. Как это еще объяснить? Ты чувствуешь его вес. Вес. И это уже не то, что исходит от него, это он сам. Но Моисей вступил в середину облака. Потому что есть облако, а есть тот, от которого оно исходит. И ты скажешь, а что в середине облака? Когда Иисус взял учеников, Матфея 17 глава, через 8 дней Петра, Иоанна и Якова и возвел их на гору высокую. 8 дней. Почему? Их плоть там умирала. 8 – это вечность. Это число вечности. Временное. Оно умирало. И они ждали этот момент. Иисус поднял, пришло облако. Пришел Илия, пришел Моисей, пришло облако. Отец проговорил Иисус там. И слушайте, когда облако ушло, когда ученики проснулись, Библия говорит, они не увидели никого, кроме одного Иисуса. Ни Илию, ни Моисея, только один Иисус. Что в середине облака? Иисус. Иисус в середине облака. Аллилуйя. И я хочу туда. И я хочу туда. И те люди, которые бывают там, законы этого мира перестают влиять на такого человека. Аллилуйя. Не отменяя законы, но все, что могло бы тебя сдержать, это уходит из твоей жизни. И ты понимаешь, Господи, и мы можем каждый день иметь эти переживания. Это не всегда легко. Это трудно бывает. Это бывает трудно. Кто не искал этого, тот не знает, насколько это бывает тяжело. Но если ты хотя бы один раз там оказался, все. Все. Тебя в жизни больше ничто не насытит. Ты будешь радоваться благословением, ты будешь радоваться подаркам, ты будешь наслаждаться чудесами, ты будешь наслаждаться да чем угодно. И наслаждайся, конечно же. Мы не сталкиваем эти вещи друг с другом. Но ты скажешь, Господь, Ты моя жизнь, Ты мой хлеб, Ты мое дыхание. И тебя уже не просят это сказать во время группы прославления. Нет, это все твое нутро говорит. Пусть это никогда не остановится. Вау! Поэтому Библия говорит, как мало мы слышали о Нем. Кто хочет туда к Господу? Может быть, ты этого не хочешь. Может быть, для тебя это не важно. Поэтому Кульман всегда задавала этот вопрос. Чего ты хочешь больше всего в своей жизни? Столкнись с фактом. Я вчера утром говорил вам об этом желании Божьем восполнить наши нужды, благословить нас. Все это остается на месте, но есть что-то большее. Есть что-то большее, есть Он сам. Поэтому я прихожу к моменту, я хочу жить не верой только, я хочу жить тем, что исходит от Него, познавая Его, переживая Его, получая откровение о Нем. Вот таким людям Он доверит свою власть. Вот таким людям. Потому что они умерли для себя. И есть только одно место, где ты умрешь для себя. Это присутствие Господа. Есть только одно место, где ты можешь простить врага. Это присутствие Господа. Есть только одно место, где ты можешь принять сам себя. Это присутствие Господа. Ты, может быть, даже уже не осознаешь, насколько ты отвергаешь себя. Насколько ты ненавидишь себя.
но там ты ощущаешь полное принятие. И когда ты рядом с Богом, тогда тот, кто ты есть, открывается во всей красоте. И ты начинаешь видеть: о, я классный, я реально классный, я реально классный. И когда ты будешь в присутствии Божьем, тогда ты сможешь других привести туда. Ты не можешь повести туда людей, где ты сам не был, лидеры домашних групп. Но ты не можешь повести людей дальше, чем ты был. Надо идти далеко в присутствие Господа. Друзья, я настолько горю пробуждением, я настолько горю спасением душ, чудесами. Но не все дело только в этом. Не все дело только в служении. Не все дело только в работе. Дело в Иисусе, дело в Нем. Спасибо Тебе, Иисус. Мы любим Тебя, мы превозносим Тебя. Это так сладостно. Это так сильно, Иисус. О, мы превозносим Тебя, мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем пробуждения Твоего присутствия. О, Иисус, мы жаждем. Жажда, она не тихая. Либо ты громкий, но, может быть, уже слезы текут от тебя, и ты говоришь: Бог, я хочу Тебя. И послушай, никакого суда Он не судит тебя. Когда младший сын, погрязший в грехах, он вернулся к отцу, Библия говорит, что сын шел к отцу, а отец бежал, он бежал к нему. И он не спросил с него за его ошибки, он просто упал ему на шею. Аллилуйя! Когда ты простишь себя, ты почувствуешь присутствие Господа. Дьявол будет лгать тебе: ты мало молишься, ты мало искал, то есть эти все вещи. Нет, я под кровью Иисуса, я под благодатью Иисуса, но я хочу больше. И, пастор, вот что мне пришлось сделать. Мне пришлось однажды дома высвободить веру, что я могу пережить в этот момент что-то, что я никогда не переживал в своей жизни. Ни на одной конференции, ни на одном собрании. И даже в тех молитвах и удивительных переживаниях, которые были у меня, которые не описать словами, что там происходило, до такой степени, что вы даже не поверите, что так может быть. Поверить, что у Бога есть больше сейчас. Я не хочу завтра. Завтра нет. Есть только сейчас. Только сегодня. Аллилуйя. И когда Иисус воскрес, Библия говорит, две женщины, они схватились за ноги Иисуса и не отпустили Его. Они схватили Его, и поэтому Иисус не мог двигаться. Схвати Его за ноги. Схвати Его за ноги. И ты начинаешь опустошать себя. И ты начинаешь отдавать себя Ему. Как это происходит? Ты начинаешь говорить. Ты отдаешь себя, говоря: Иисус, я отдаю себя Тебе. Я отдаю себя Тебе. Я не знаю, о чем была речь, но я хочу этого. Где-то я понимаю, что то, что Он говорил сейчас на сцене, это действительно что-то важное. Это действительно существует. Это помазание Твоего присутствия, Твоей славы. Я хочу этого, Иисус. Я хочу встретиться с Тобой. Аллилуйя. И когда ты начинаешь отдавать себя Иисусу, атмосфера в зале всегда меняется, она становится тяжелой. Я говорю вам из опыта, потому что это не так легко отдавать себя. Это не так легко. Вот почему некоторые молчат из вас. Вы не хотите себя отдать. Вы хотите себя оставить для себя, для того, что важно для вас. Но если ты начинаешь говорить: Бог, я отдаю себя. И я говорю это по вере. Я понимаю, что не всегда это де юре. И я боялся говорить это Богу. Но я говорил: Бог, я отдаю себя Тебе. Я отдаю себя Тебе. И я говорил, и была борьба, и была тяжела. Но через несколько минут этот сосуд разламывался.
И я начинал ощущать, как помазание начинает сходить на мою душу. Аллилуйя. И это не важно, где ты стоишь, на сцене или в зале, в конце зала ты или здесь. Иисус везде. И края рис Его наполняют весь зал. Аллилуйя. Я не хочу пробуждения только нести людям. Это нужно мне лично. Я не хочу только делиться Иисусом. Я хочу лично для себя. Лично для себя Иисус. Иисус. Я жажду Тебя. Я хочу видеть Твою славу. Я хочу видеть, как Твое присутствие, оно заполняет весь этот зал. Личность, превознесенный. Ты создал меня, чтобы я вечно был в Твоем присутствии. Это и есть пробуждение, когда Его присутствие проявляется во всей мере. Иисус, прости меня, когда я согрешал. Прости меня, когда я неправильно думал о ком-то. Я сейчас каюсь об этом. Прости меня, что я не искал Тебя от всего сердца. Прости меня за каждый раз, когда я был непослушен. Прости меня. И Твоя кровь, она очищает меня от всякого греха. Я верю в кровь Христа. Ты понес на себе мои грехи. Ты понес мои немощи. Ты помнишь, что я плоть. Ты помнишь это. Ты помнишь это. Ты жил в этом теле, Иисус. Ты знаешь, как нелегко бывает. Но кровь Твоя очищает меня от всякого греха. Твое Слово говорит, что я создан для Твоей славы. Твое Слово говорит, что Ты во мне. Твое Слово говорит, что 2000 лет назад завеса в храме была разорвана, и Ты вырвался наружу, и Ты вошел в человека, как и мечтал Ты всю вечность. Ты мечтал, и Ты вошел. Дух Святой, Ты ведешь меня к Иисусу. Ты ведешь меня к Иисусу. Ты знаешь короткий путь. Ты знаешь быстрый путь. Ты Дух Иисуса. Пробуждение. Пробуждение. Я говорю пробуждение. Иисус, Ты хлеб жизни. Ты моя пища. Вернись на мой возлюбленный. Ты пела. Иисус, Ты мой хлеб. Ты моя суть. Ты мое дыхание, Иисус. Ты мой путь. Ты каждая клеточка моего естества. Ты мой взгляд. Ты мои цели. Ты все для меня, Иисус. Ты все для меня. Ничто меня не кормит, кроме Тебя. Ничто не удовлетворяет. Ты моя судьба. Ты мое призвание. Ты мой следующий шаг. Ты моя система ценностей. Ты мои приоритеты. Ты мое прошлое. Ты мое настоящее. Ты мое будущее. Что мне небо, если Тебя там нет? Что мне небо, если Тебя там нет? Я лучше с Тобой в огненную печь, как Сидрах, как Месах,
как Авдинага, но там был ты. Я лучше в печь, но с тобой. Я лучше в пустыню, но с тобой. Через море, но с тобой. Я не хочу в лодке, я хочу на воды, где ты. Ты мой рай, ты мой Эдем, ты мое небо. Пробуждение, пробуждение. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. И в этой церкви поклонение принадлежит Тебе. Вся хвала принадлежит Тебе. Всякое служение это для Тебя. Все славит здесь Тебя. Каждый славит Тебя здесь. Здесь любят Тебя. Аллилуйя. Ты прекрасен. Ты возлюбленный. И тысяч. Она сказала в песне песней: я искала того, которого любит душа моя. И я ходила, спрашивала: не видали ли вы, которого любит душа моя? Не видали, которого любит душа моя? Иисус, когда Мария пришла в сад Господень, она сказала садовнику, она думала, это садовник, и говорит: где твое его тело? Если умерший, но хотя бы тело его заберу. Она так жаждала тебя. Ой, ты сказала: вот я здесь, я отдаю себя тебе. Отдавай себя ему, дорогой друг, отдавай себя ему. Это беспроигрышный вариант. Мы все равно себя кому-то отдаем, либо себе, либо чему-то. Скажи: я отдаю себя тебе. Скажи это. Я знаю, это просто скажи это в вере. Иисус, плени меня, захвати меня. Я не могу спроектировать Твое присутствие. Это не механика. Но я молюсь: захвати меня. Захвати меня, Иисус. О, мой Господь, мы поклоняемся Тебе. Мандара лабро бридерия. О, оставайтесь на этой мелодии. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вам хочу вот что сказать. Грядут новые времена Божьи. Грядут новые движения Божьи. Грядет новая атмосфера Божья. Но в этом смогут быть лишь только те люди, которые встречаются с Иисусом. Не все войдут в это новое движение Божье. И история говорит, как верующие люди со всей любовью, они переживали могущественные вещи, которые Бог делал в тот день. Но когда приходило новое, они оставались в правилах правильных, в формах, но уже не было Иисуса там. Он уже был в новом. Вы понимаете? Формы, правила, форматы. Это все правильно. Я люблю церковь. Я церковник до мозгов, до костей. Я церковник. Я обожаю церковь. Я в церкви не вижу плохих вещей. Это не про меня. Даже не подходите ко мне. Даже можете не утруждайтесь, не пишите мне что-то против какой-нибудь церкви. Я вас заблокирую в Фейсбуке. И я блокирую таких людей. У меня никто не будет сорить на моей страничке, говоря что-то против церкви Иисуса. Но поймите, есть то, где мы встретим Иисуса по-новому. Аллилуйя. Здесь еще в этом собрании тот момент, когда я чувствую, что вы начали кто-то говорить: я отдаю себя тебе. Но это еще не на 100%. Я чувствую это. Знаете, почему это происходит? И со мной тоже. Значит, мне нужно еще говорить.
еще говорить. Еще говорить. До тех пор, пока это не... Очень часто я смотрю сам на себя. Очень трудно увести взгляд от себя. Очень трудно это сделать. Но ты продолжаешь. И есть моменты, когда ты вообще ничего не чувствуешь. И ты смотришь на людей, которые что-то чувствуют и рассказывают, и ты начинаешь злиться на них. Ты начинаешь злиться на них. Почему они это чувствуют? Я этого не чувствую. Продолжай отдавать себя. Продолжай отдавать себя. Я слышу этот призыв для вашей церкви. Я слышу этот призыв войти в большие отношения. Что-то. Поймите, друзья, вопрос не во времени главный. Кто-то за 1 минуту в это войдет. Кому-то понадобится 3 часа, неделя, месяц. Я не знаю. Но ты принимаешь решение. Иисус, пока не встречусь с тобой, вот либо встречусь, либо забирай меня на небо. Вот такое отношение. И ты идешь на работу, но здесь ты идешь с этим отношением. И ты общаешься с людьми, но здесь ты ищешь его, ты жаждешь его. Мандара лабро бридерия. Есть 3 измерения. Присутствие Господа, сила Господа и слава Господа. Присутствие Господа мы с вами на самом деле не ощущаем. Мы просто это называем присутствием. Присутствие Господа – это вот то, что Он здесь, сейчас. Вот есть присутствие пастора. Вот Он здесь, но я не ощущаю Его присутствие. Я просто знаю, что Он здесь. И то, что происходит с Богом, но не происходит с человеком, вот что. От вашего пастора не исходит его естество, которое я могу почувствовать, а от Бога исходит. Это подобно солнцу. Есть присутствие солнца, вот оно есть, а есть тепло, которое исходит от него. Так вот, от человека его суть не исходит, а от Бога исходит. Поэтому Библия говорит, что она прикоснулась к Иисусу, Иисус почувствовал, как из него вышла сила. То, что мы с вами здесь чувствуем, это сила. Это то, что исходит от Него. Но есть слава. Есть Божья слава. Когда ты познаешь Его. Когда ты встречаешься с тем, и это больше, чем то, что исходит от Него. Ты встречаешься с Ним, лицом к лицу. По вере я знаю, что Он со мной здесь, но есть больше. И как описать это? Как это еще рассказать? Это невозможно. И если кто-то хотя бы раз встретился с Ним, вы понимаете, о чем я говорю. Здесь твои уста полны слов. Аллилуйя, Иисус, я люблю Тебя, прости меня, Ты классный, хороший, я люблю, поклоняюсь Тебе. Здесь, о Иисус, Ты действительно всемогущий. Ты говоришь слова, они такой вес имеют, и такое впечатление резонируют во всей вселенной. Ты действительно говоришь вещи. И ты становишься не так многословен здесь. Но вот здесь вот ты уже не говоришь. Потому что если здесь я говорил, ты хороший, по вере, здесь я ему сказал, что ты хороший. И я говорил, да, ты действительно, что ты хороший. Я понимаю это. Вот здесь вот слово «хороший», оно настолько ничтожное по сравнению с его хорошестью. Оно вообще не может описать. Вообще не может описать. Он такой великий. Он такой великий. Вечность его не вмещает. Небо его не вмещает. Он вселенную сотворил. Он Бога сделал человеком. Он человека сделал Детем Божьим.
И вся Троица, она в тебе поместилась. Как? Он такой великий. Он прикольный Бог. Скажи: Бог, ты прикольный. Ты прикольный Бог. Он реально прикольный. Он такой крутой. Вау! Итальянцы сказали бы bellissimo, perfetto. Французы сказали бы magnifique. Англичане сказали бы beautiful. Українці сказали: ти дуже чудовий. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Пастор, мы входим в новое. Мы входим в новое. Мы входим в новое. Мандарала бокундурулу бабагата. Это церковь присутствия Господа. Мандарала багандарала баба сегада. Мандарала. Ангелы поют с нами. Ангелы поют с нами. Ангелы поют с нами. Все преклоняется перед Ним. Все возвеличивает Его. Слава, наше поклонение – это не то, что Он требует. Это наша реакция на Его познание, на Его славу. Мы просто реагируем. Мы любим Тебя, 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 мы любим, мы любим. Я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, я просто люблю Тебя, я люблю Тебя. Говори Ему, что ты любишь Его. Говори Ему, Он слышит. Я люблю Тебя, я обожаю Тебя, я наслаждаюсь Тобой. В песне песней Он сказал: дай мне услышать голос Твой, дай мне услышать голос Твой. Пленила Ты меня одним взглядом очей своих, сотовый мед каплет из уст Твоих. Дай Ему этот мед. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я хочу быть Твоим. Я хочу быть Твоим. Я хочу быть Твоим. Я действительно хочу быть Твоим. Пленяй меня. Пусть Твое помазание посвятит меня Тебе. Влеки меня. Влеки меня, я побегу за Тобой. Песни песней 1:3, она умоляет Его. Влеки меня. Дух Святой, я не могу создать в себе это желание. Я творение. Я творение. Твое Слово говорит, что Ты производишь желание в нас. Не может человек принимать на себя, если не дано ему свыше. Влеки меня, как никогда раньше. Дай мне новую жажду. Жажду новую дай мне, которую я не ощущал никогда в жизни. Я хочу этого. Я хочу этого. Я хочу хотеть Тебя больше всего. Обладай мной. Мне все равно, что я на сцене. Мне все равно, где я. Мне все равно, что обо мне подумают. Я просто хочу Тебя. Я так часто проигрывал, Иисус, ища Тебя. Я так часто сдавался. Дай мне то, чего никогда не было в моей жизни. Дай мне это, Иисус. В 1995 году, когда я был в тюремной камере, в какой-то один момент, через месяца полтора, ко мне пришла жажда по Богу.
Я был настолько безбожник, как свет и тьма я был далек от Бога. Послушайте, я вам говорю о чем-то очень реальном. Ко мне пришла такая жажда по Богу, что я начал ходить по камере и просить мужиков, чтобы они рассказали мне что-то о Боге. Я скажу пакостную вещь, бесовскую, она вонючая. Мы не общались там со всеми людьми в камере. Кто был в профсоюзе, те понимают. Есть семейники, есть мужики, все эти вещи. Но мне было... И поймите, мне пойти сидеть с ними и общаться с ними, это было ниже моего статуса. Но я здесь иду к людям, с которыми я никогда не разговаривал. Какой Бог? Какой Бог вообще? Мы на Святого Духа такие гадости говорили. Но здесь такая жажда. И я говорю, расскажите мне про Иисуса. Расскажите мне про Иисуса. Расскажите мне про Бога. И у меня было такое чувство, знаете, как вот, если человек, вот он либо наркоман, либо вот он не вколет инсулин, там, и я понимал, я умру, если мне сейчас кто-то не расскажет про Иисуса. Я просто умру. И эта жажда, она пленила мое мышление. Она начала вести меня в правильном направлении, к правильным разговорам, к правильным вопросам, к правильному поиску. И они сидят, говорят, там Матрона Саронская, а там какой-то Николай Чудотворец. Хоть что-то. А я говорю, слепите мне крестики, нарисуйте мне крестик чем-то, дайте мне хоть что-то. У меня такой жажды больше никогда в жизни не было. Никогда. Я хочу ее такую, но у меня никогда не было. Я люблю Иисуса, но такой жажды у меня больше не было никогда в жизни. Но я хочу снова таким. Снова быть таким. Снова так жаждать Его. Пойми, когда ты жаждешь, тебе не трудно искать того, чего ты жаждешь. Когда ты хочешь пить, тебе не трудно идти пить воду. Амен. Вопрос в жажде. Не в плоти, не в проблемах. И я ему говорил, я сейчас через 5 минут закончу. Я всегда говорил, Дух Святой, но я не могу влекти сам себя к Тебе. В прошлом году я снова молился. Говорю, Дух Святой, влеки меня к себе так сильно, как еще никогда в жизни Ты меня к себе не влек. И Он дал мне это. И с утра до вечера мы с Ним общаемся, и общаемся, и общаемся. И не могу насытиться. И все уходит на второй план. И почему-то все остальное устраивается. И Он такой близкий. Мы почитаем Твое присутствие. Кто-то уже хочет отдать себя Ему на 100%. Кто-то еще борется в своей душе. Отдавай себя в руки Иисуса. Это и есть пробуждение. Это и есть пробуждение. Это и есть пробуждение. Вы сильные для слабых. Вы будете приходить туда, где все плохо. Потому что не все могут там разобраться с этим. Вы сможете. И Бог даст вам дом. И Бог даст вам ребенка, если захотите. И Бог даст вам преуспевание. Но если вы оставите хвалу на первом месте в вашей жизни, вот эту жажду, если вы будете искать Бога так же ревностно, как вы Его искали тогда, когда у вас ничего не было, тогда, когда у вас все будет, если вы будете продолжать, Он доверит больше. Больше. Потому что я вижу на вас очень сильное помазание. Я такое помазание видел 5 раз в жизни, может быть 6 раз в жизни. Очень интенсивное, очень энергетическое. Оно разбирается с религией, оно разбирается с территориями, и оно разбирается с атмосферой. И ты не приходишь для того, чтобы что-то сломать. Ты приходишь Иисуса принести. Но это происходит. На тебе есть это помазание. На тебе есть это помазание. Давайте поднимем руки Господу. Я хотел рассказывать о себе. У меня было побуждение рассказать о себе, о моей жизни, как и что. Но и я хочу вот вас что попросить. У вас будет перерыв. Общайтесь, кушайте бутерброды, пейте кофе. Но постарайтесь не шутить глупо. Может быть, ты захочешь побыть один до следующего собрания. Это не требует. Но иногда ты просто чувствуешь это.
Иногда бывает так, я вам душу открою, иногда после собрания бывает, я прихожу, я включу YouTube, там что-то там, вот Олимпиаду вчера пересматривал какую-то, там спорт смотрел, там, НХЛ посмотрел, нормально. А есть такое, я вроде бы включаю, а оно меня вообще не вставляет. Не потому что оно вчера, я не мог оторваться, а тут я побыл Богу, оно даже как-то, не-не-не, я выключаю. Не потому что нельзя, но не кормит меня это. И я включаю то, что продолжает поддерживать во мне этот огонь и поддерживать. Спасибо тебе, Иисус. Мне нравится, что вы подхватили мысль о краях лодки. Но есть край лодки не только в отношении чудес. Есть край лодки в отношении присутствия. Потому что присутствие это было там. И он сказал: приглашаю вас. Приди ко мне. Давай. Давай, иди ко мне. Иди ко мне. Но есть края лодки. У каждого свой есть край лодки. Прости, если у кого-то есть обида. Непрощение тормозит Божье присутствие. Прости сам себя. И одно из главных, что еще тормозит присутствие Божье, это заботы. Это волнение. Ну хорошо, Богдан, ты тут рассказываешь о присутствии, о высоких материях. Ты мою жизнь знаешь. Мне не надо знать, я был там. Я был там. Может быть, вы хотите, я поделюсь с вами моими моментами? Посмотрите, кому легче. Если бы вы знали мои цели, ваша жизнь по сравнению с моей жизнью вообще легкотня. Вообще можно не напрягаться. Но у меня в сердце больные раком, слепые, глухие, парализованные, ДЦПшники, аутисты, грешники, нищие. И я иду, и я отдаю себя им. И я отдаю себя. Вот моя жизнь. И мне точно надо Божье присутствие. Потому что свихнешься без Божьего присутствия. Но с Ним, Он говорит, приди ко мне, и я успокою тебя. Иго мое легкое. Что трудно? Ничего не трудно, когда с Ним. Скажи: Господь Иисус, влеки меня к себе, как никогда раньше. Я буду искать Тебя. Дай мне пережить то, что я никогда не переживал. Дай мне новый голод по Библии, новый голод по церкви, новый голод по служению, новый голод по Тебе самому. Чтобы быть с Тобой, 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 быть с Тобой. Ты стремишься в мое присутствие, а я стремлюсь к Тебе. Ты бежишь ко мне, а я бегу к Тебе. Ты ищешь меня, а я ищу Тебя. Ты наслаждаешься мной, а я наслаждаюсь Тобой. Ты в центре моего внимания, и я в центре Твоего внимания. Я хочу больше в Твоем присутствии, но и Ты хочешь больше в моем присутствии. Посмотрите на меня. Посмотрите, не отвлекайте пастора, если это что-то не срочно. Слушайте, на всей этой конференции мы кричим: Бог, я хочу больше! На небе Бог кричит: детки мои, я хочу больше! Он тоже хочет больше тебя. Он прорывается в твое присутствие через занятость, апатию, что бы это ни было. Он рвется. Аллилуйя! И Он доберется до тебя. Он доберется до тебя. Он доберется до тебя. И если ты не можешь приблизиться к Нему, Он приблизится к тебе.
Он сказал, меня нашли не искавшие меня. Ну скажи уже, скажи, а то заботься. Скажи ему то, что нужно. Аллилуйя. Пастор, приходи. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Есть собрания, когда вы переживаете что-то очень сильно, и это круто. Сегодня это больше, чем переживание, это вызов. И это не всегда будет связано с атмосферой. Это большой запрос. Знаешь, пастор, я задал Богу вопрос однажды. Говорю, Бог Отец, почему на крест пришел Иисус, а не ты? Теоретически я говорю ему, папа, я говорю, теоретически это же было возможно. И он вот что мне объяснил. И объяснил мне это только тогда, когда у меня появился сын. Он говорит, понимаешь, Богдан, когда тебе нужно было отдать жизнь за кого-то, это любовь. Но это не вся любовь, на которую ты способен. Потому что, говорит, твой ребенок для тебя важнее тебя самого. Окей? Даже не обсуждается. Поэтому я моим детям всегда говорил, если нужно отдать жизнь за вас прямо сейчас, даже думать не буду. Я хочу, чтобы они знали папу. Я не хочу, чтобы им кто-то рассказал про меня. Я сам расскажу про себя, какой я в отношении них. И он говорит, но если бы тебе потребовалось отдать сына за кого-то, это была бы вся любовь, на которую ты способен. И он мне сказал, говорит, если бы я отдал себя на крест, если бы я стал плотью, это была бы одна любовь, но не вся. Но он говорит, когда я отдал за тебя своего сына, это было все, на что я был способен, чтобы быть в моем присутствии. И поэтому Библия говорит, благодать Иисуса, любовь Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Что такое благодать Иисуса? Это Иисус на кресте. Когда Исаия говорит, мы смотрели на Него, в Нем не было ни вида, ни величия. Знаете, что такое слово «вид»? Это еврейское слово «форма». Когда Мел Гибсон сделал этот потрясающий фильм «Страсти Христа», я вот так вот его смотрел. Вот так вот. Моника Белуччи, как она Марию сыграла. Как эту мать Иисуса та сыграла. Я себя за волосы хватал. Это невозможно было. Но на кресте в фильме вы еще видите форму человека. На кресте не было формы. Это было месиво. Поэтому они сказали, мы отвергали от Него взгляд. Как можно от Иисуса? На это невозможно было смотреть. Это было месиво. Он настолько изуродован был. Из него вырывали кожу. Что такое любовь Отца? Я задал вопрос, говорю, папа, когда Иисус был на кресте, что делал ты? Когда табуретка упала на палец моего сына, мне было больней. Ему по пальцу, мне по душе. И понимаете, и Бог мог сделать вот так вот, и все бы остановилось. И 2 дня смотреть, как сына рвут на куски. Я не знаю, кому тяжелее было. Я не знаю. Я не думаю, что Иисусу было тяжелее. У кого есть дети, вы поймете, кому было тяжелее. Особенно, если ты можешь остановить это. И ты удерживаешься. Ради чего? Общение Святого Духа. Вот как Он стремится в твое присутствие. Вот что значит твое присутствие для Него. Аллилуйя. И я говорю, да, Иисус. Может, у меня не всегда получается с молитвенной жизнью, но я стараюсь. Может быть, иногда это американские горки, но я стараюсь. Может, ты ползешь к Нему, но ползешь. И там Он встретит тебя. И Он освободит тебя от тебя. И Он станет твоим прошлым, настоящим и будущим. И там ты скажешь, Господь, я понял, для чего я создан. Я понял, где жизнь. Вот там вот. Все остальное не насыщает.
Все остальное нужно, но оно не насыщает. Отец, пусть эта церковь будет церковью Твоего присутствия. Твоего присутствия. Пусть этот пастор будет пастором Твоего присутствия. Пусть здесь помазание присутствия умножится. Пусть слава Твоя делает здесь все, что она хочет. Все, что она хочет. Пусть это место будет известным из-за Твоего присутствия. Аллилуйя. И когда мы будем ходить в любви друг к другу, слава Божья будет проявляться здесь. Аминь.